try to fly. Друзья, приветствую вас на своем канале. И сегодняшний ролик – это продолжение темы хой. В конце прошлого ролика я вас спросила, что же будет интереснее: посмотреть пересадку хоечки или ознакомиться с моей коллекцией дальше. На что в комментариях мнения разделились. Я поняла, что актуально и то, и другое, поэтому я очень постараюсь сегодня совместить и удовлетворить ваши желания. Поэтому предлагаю начать с пересадочки, а дальше я покажу вам еще какое-то количество своих красивых хоечек. Как я уже сказала, моя претендентка — это моя хоечка компакта, кучерявая красавица с очень необычной формой листочков. Такое впечатление, что ее листики помяли, и они вот такие вот кучерявенькие. Очень необычная хойка. Она у меня сидит в покупном горшочке уже с прошлой весны. Она у меня год, эта хоя. Я ее не пересаживала. Корней настолько много, что грунта практически там уже нет. Весь горшок битком одними корешочками. Поэтому сегодня приступим к ее пересадочке. Для пересадки нам понадобится субстрат. Я беру универсальный. Вы также можете использовать для декоративно-лиственных растений, для пальм, кактусов, драцен, фикусов. Все эти субстраты идеально подойдут. Главное, обращайте внимание при покупке субстрата, чтобы кислотность была в диапазоне от 5,5 и 5,5-6,5, потому что субстрат для хой должен быть слабокислый. Дальше нам понадобится древесный уголь. Это у нас как антисептик. Его я применяю практически во всех пересадках, как комнатных растений, так и орхидей. Перлит. Перлит нам нужен для того, чтобы распушивать субстрат и делать его структурным. Ну и также перлит у нас в качестве влагоемкого компонента тоже применяется. И серамис. Вы серамис смотрите на свое усмотрение. Если у вас есть, можете добавлять. Если нету, этот компонент совсем не обязателен. Но я его применяю. Я люблю добавлять вот эти вот глиняные камешки в компоновку своих субстратов. Ну и, конечно же, в качестве дренажа я использую пеларгон. Вы можете брать керамзит. У меня просто в комментариях есть достаточно резкие высказывания по поводу того, что я использую достаточно много компонентов, что это практически полмагазина и нет возможности применять такие компоненты. Поэтому сегодня я вам покажу пересадку в достаточно бюджетный вариант посадки. Ну и также покажу, какой субстрат я использую для посадки своих хоечек. Давайте приступим. Для этого мы с вами ее достанем. Хоя компакта достаточно, как я уже почитала об этом сорте, медленно растущая хойка, но я ее купила с гораздо большим количеством плетей. Сейчас их всего 4, а было, наверное, штук 6. Пришла она ко мне, я ее обработала, как и все свои растения, и поставила на карантинное окно. И что вы думаете, через месяц или полтора, наверное, я обнаруживаю просто полчище, огромное полчище этих червецов. Причем здесь, как я уже говорю, листики вот такие, видите, кучерявые, и в них очень сложно было увидеть вредителя, который прятался в пазухах вот в этих, и я его не сразу заметила. А в жару, в летнее время, я ее весной прошлого года получила, в жару, как правило, вредители очень быстро размножаются, их популяция быстро растет, и когда я
заглянула, не всегда прям заглядываешь, полил растение и пошел. А когда я увидела, их было уже на растении довольно много, и я начала борьбу с ним нещадную. И в процессе борьбы с вредителем было очень непросто с этим сортом, потому что листики вот такой формы мешали мне снять этих вредителей. Я как только и кисточкой, в общем, проходилась, как я только не умудрялась и не старалась всех убрать, в общем, не всегда получалось. Я обнаруживала на нем вновь и вновь червеца. И в процессе травли я потеряла вот половину точно, наверное, плетей этой хоечки чудесной. Я даже думала, что придется вообще растение, наверное, не выживет у меня, потому что травила я ее очень много, разными отравами. В общем, пока я справилась с вредителем, моя хоечка пострадала, и за этот год она у меня, конечно же, впереди была зима, она у меня стояла на одном месте, но сейчас с приходом весны я вижу, смотрите, вот начинаются новые росточки у хоечки, вот видите, новые веточки. И здесь я вижу тоже будет веточка расти, вот новый листочек. Поэтому я очень рада, что я справилась с вредителем, и хойка у меня осталась как сорт со мной. Достаем растение из горшочка. Предварительно всегда желательно полить. У меня она влажная, поэтому хорошо выйдет. Помяли горшочек и вот так аккуратно достали. Всегда помните, что корешки при любой пересадке любого типа растений надо минимально травмировать и сделать пересадку менее стрессовой. Видите, как я уже сказала, да? Посмотрите, сколько корешков. Что сейчас я сделаю? Я немножко постараюсь только сбить в старый грунт. Весь я не буду этот ком трогать. И методом перевалки мы с вами посадим. Итак, я закончила отделять старый грунт, но в процессе, когда я это начала делать, я увидела старые пенечки от тех плетей, которые, как я говорила, были потеряны в процессе борьбы с вредителем. Их оставлять, конечно же, не было необходимости. И когда я их начала отделять, я поняла, что методом перевалки пересадить нашу хоечку не получится. Вот, поэтому, смотрите, у меня есть вот такие чудесные 4 плети. Вот здесь вот еще. И вот с прекрасной корневой системой. Ее вполне достаточно для нормального роста растения. Поэтому сейчас я уберу, и мы с вами продолжим. Свои хоечки я люблю сажать вот в такие керамические горшки. Мне они такие очень атмосферные, очень нравится мне сочетание глиняных горшков с хоями. Сначала я выбрала вот такой объем горшка, потому что думала, что будет у меня перевалочка, но в процессе получилась не перевалка, и я поменяла горшок. Это очень важный момент, так же как и с орхидеей. Величина горшка и объем горшка должен быть не намного больше, чем корневая система хои, потому что она либо будет загнивать, потому что объем грунта не будет успевать просыхать, корешки не будут успевать впитывать влагу, и они будут загнивать. Либо второй вариант — это то, что она достаточно долго может не цвести в связи с тем, что горшок и объем горшка большой. Поэтому всегда подбираем горшочек немного больше, чем корневая система. Также хочется отметить, что дренажное отверстие обязательно должно быть в горшке, потому что корневая система у хои, как и корневая система у орхидей, не любит переувлажнения, поскольку это тоже эпифитный вид растений.
освобождать растения от старого субстрата мы с вами закончили. Переходим к новому субстрату. И сейчас я покажу, как мы будем смешивать ингредиенты, которые мы подготовили. Так, как вы видите, в состав сюда входит тоже уже перлит, но его количество здесь очень маленькое, поэтому мы будем добавлять перлит для того, чтобы грунт наш держал структуру и чтобы он был, для того, чтобы распушивать его. Значит, прекрасная земля, качество хорошее. В общем, перлит должен составлять 1/4 части от того количества, которое от вашей земли, которую вы взяли. 1/4 часть. Готовя субстрат для хоечек, мы должны помнить, что хойки у нас эпифитные растения, и основным требованием к субстрату для их посадки является рыхлость субстрата, потому что корни хой, так же как и корни орхидеи, любят хорошую циркуляцию воздуха и не любят, чтобы грунт был спрессованный. Поэтому принцип, который вы должны соблюдать, когда соединяете те или иные компоненты, вы должны всегда помнить, что самое главное, чтобы ваш грунт был рыхлый. Так, для рыхлости мы с вами добавили как раз перлит. Сейчас мы добавим небольшое количество древесного угля. Древесный уголь – это наш антисептик, как вы помните. Я его добавляю практически всегда в любые посадки, как комнатных растений, так и орхидеек. Так как у нас корешки очень тоненькие, мы должны и фракцию делать поменьше. У меня здесь большие кусочки, поэтому я сейчас буду крошить. В общем, небольшое количество угля мы будем использовать как антисептик в состав грунта, чтобы предотвращать появление разных инфекций и избежать загнивания корневой системы. В процентном соотношении где-то 3-8%, где-то вот в таком диапазоне вы по отношению к вашему количеству грунта берете древесного угля. Древесный уголь я тоже, кстати, покупаю как компонент, тоже в цветочных интернет-магазинах. Вот так, видите, фракцию я сделала небольшую. Все, теперь мы перемешиваем. И сюда же я добавлю небольшое количество серамиса, очень небольшое, потому что, собственно, это тоже влагоемкий компонент, как и перлит. И он, собственно, выполняет ту же функцию, тоже как перлит. Он и влагоемкий, и не дает сбиваться субстрату и спрессовываться, чтобы корешки нашей хоечки были всегда, к ним был доступ кислорода. Больше никакие компоненты мы класть не будем. Ну и сейчас осталось самое простое. На дно я всегда кладу дренаж. При любой посадочке я использую дренаж. Даже если есть и дренажное отверстие, все равно кладу дренаж. Потом мы берем уже какую-то часть подготовленного субстрата. Помещаем наши плети. Ах, да, и знаете что? Вот я специально не убрала. Мы берем нижние листики, парочку листиков с вами уберем, для того, чтобы можно это сделать и секатором, ножничками. Сейчас я его возьму. Так, берем секатор. Обрабатываем в спирте. У меня очень удобно в такой маленькой бутылочке спирт. Я всегда
окунаю секатор. В общем, вот эти вот нижние листочки мы с вами удаляем для того, чтобы заглубить наши череночки и дать новый рост новым корешочкам. Вот видите, как близко вот эти два листочка посажены к корневой системе. А мы сейчас с вами вот так вот их удалим. Вот, углубим. И здесь вот уже будет возможность хоечки растить новые корешки. Вот эти места, которые мы с вами, листочки там, где удалили, сейчас мы нанесем корицу, чтобы в ранку ничего не попало. Так, все раночки я обработала. Плети гармонично и красиво разместила в горшочке. И теперь, так, чтобы растение потом красиво смотрелось в последующем. И теперь начинаем засыпать наши корешки. Так, ну вот и закончили мы посадочку. Поливаю я сразу теплой водичкой. Смачиваю грунт не сильно переувлажняя, но так, чтобы он был влажный. Все, этого количества воды достаточно. Увлажнили. Вот. И теперь я покажу вам. Можно оставить таким образом, чтобы плети свисали. А можно, кому нравится, например, сейчас я покажу, как красиво. Сейчас очень много в строительных магазинах, в цветочных отделах есть всевозможного диаметра и высоты вот такие опоры. Я подобрала самую маленькую. И сейчас покажу, как можно красиво тоже сформировать плети хоечки. Для этого нам понадобятся вот эти стрекозки, которые мы фиксируем цветоносики. И вот так по спиральке к держателю закрепляем наши плети. Здесь вы уже проявляете свою фантазию. Кому как нравится, я решила это сделать по спирали. А вы уже смотрите на свое усмотрение, как вам больше нравится, согласно вашего эстетического восприятия. Ну что ж, вот и закончила я формировать наш кустик. Вот такая чудесная композиция у нас получилась. Так что вы можете выращивать как в виде лианки с свисающими веточками, так и в виде вот такой вот чудесной композиции, украшая интерьер вашего дома. Друзья, мы пересадили с вами хою в достаточно бюджетный вариант субстрата. Но, как я вам и обещала, я сейчас покажу вам еще один вариант, в который, собственно, я и пересаживаю свои хои. В него входит гораздо больше компонентов, но для меня он тоже финансово не затратный, потому что все, что здесь я использую, это, как правило, остатки от посадки моих орхидей. За основу я здесь тоже беру либо грунт универсальный, либо для декоративно-лиственных растений и добавляю. Сейчас буду вам показывать. Кокосовые чипсы. Делать можно еще меньше фракцию, деля вот такие кусочки секатором пополам. Кора. Кора, как правило, это тоже те щепочки, которые у меня остаются в упаковке, которые я уже не использую для посадки орхидей. Тоже можно делать меньше фракцию. Мох. Мох — это вообще та шелуха, которая остается тоже в упаковке. Когда я использую все цельные веточки, остается шелуха, которую я не выбрасываю, а потом использую для компоновки субстрата для хой. Серамис. Его здесь совсем небольшое количество.
тот же перлит, которого тоже не очень много, древесный уголь, но его здесь не видно, поскольку он тоже темного цвета. Ну, собственно, и все. Здесь есть еще пару шариков пеларгона, но в нем необходимости особо нет, потому что грунт и так достаточно рыхлый, стабильный, и пеларгон здесь как компонент, в нем нет необходимости. Вы можете использовать, не обязательно вот использовать такое количество компонентов, которые я применяю. Вы просто должны всегда помнить, что требования к грунту для посадки хой – это воздушность его, стабильность, чтобы он был рыхлый и пушистый, чтобы была циркуляция воздуха у корней, чтобы грунт не сбивался и не спрессовывался. А там уже вы смотрите на свое усмотрение. Из всех тех компонентов, что я назвала, вы можете выбрать буквально парочку и добавлять к основному субстрату вашему, к той почве, которую вы тоже применяете. Друзья, хоечку мы с вами пересадили, о субстрате поговорили. Ну и напоследок давайте полюбуемся парочкой сортов моих хоек и будем завершать сегодняшнюю нашу встречу. Пока цветет моя хоя карноза, одна тоже из простых хой. В прошлом ролике я показывала тоже вариант, очень похожий на этот сорт. У меня таких простых мясистых хоечек карноз 2, но они все же немного отличаются и листиком, его формой и сплэшиком. Цветут они, правда, одинаково. Вот эта хоечка карноза вот так вот цветет. Вот такое ее цветение таким вот шариком с приятным ароматом и довольно резким. Даже сейчас, когда цветет всего один шарик на этой хоечке, на балконе стоит очень стойкий аромат, особенно в вечернее время. Очень простая, самая простая, наверное, хоя в выращивании, неприхотливая и легко, быстро зацветает. Следующая хойка – это хоя Australis Lisa. Расписная красавица. Я достаточно долго воздерживалась от приобретения этой хои, ошибочно полагая, что она очень похожа на хою триколор. Но купив ее, я поняла, что это абсолютно разные сорта. У хои, у Лизы очень нежные, глянцевые и молочные листики. Вот такой овальной формы. Новые листики при достаточном освещении растут вот такие вот яркие, красные. В последующем они приобретают классический цвет этого сорта, но когда растут эти новые листики на фоне зеленой кроны хоечки, это смотрится просто завораживающе. Эта хоя быстро растет, быстро растущий сорт, но всегда надо помнить, чтобы вот такие красивые листики были у этого варигатного сорта. Этой хойке надо достаточно яркое, но рассеянное освещение. Так как я вам уже сказала, что листики молочные, нежные, они боятся прямых солнечных лучей, поэтому, предоставляя ей яркое освещение, вы всегда должны помнить о притенении этой хоечки. Следующая хойка – это хоя Белла. Это миниатюрный вид хои, и это варигатный вид этого сорта. Полное название сорта читайте на бирочке. Покупала я ее прошлой весной очень маленьким череночком, и за этот год она у меня внушительно выросла. Конечно же, зимой мои хои стоят на досветке, поэтому в росте
она не останавливалась. Она очень активно разветвляет свои веточки из пазух. Появляются все новые и новые ответвления. Вот таким образом, видите, появляются новые веточки. Я ее не обрезала за это время ни разу, потому что цветение у этой хвои образовывается вот так на самых краешках ее веточек. Сейчас покажу, у меня сейчас доцветает одна корзиночка, и покажу ее цветение. Вот такие чудесные цветочки с приятным ароматом и достаточно стойким. Как все варигатные сорта, она любит яркое рассеянное освещение. Тогда она хорошо и быстро развивается. Красивая, чудесная, миниатюрная хвойка. Вот на этой красивой нотке давайте сегодня завершим нашу встречу. Моя Матильда начинает зацветать. У нее невероятно красивые пушистые цветочки. Уже некоторые бутончики раскрылись. Я ее вам покажу обязательно в следующий раз. Сегодня встреча у нас была продуктивной, мы много чего успели. Я буду с вами прощаться. Желаю вам здоровых и пышно цветущих растений. С вами была Ксюша. До новых встреч и пока. Try to fly